Привет! Этот выпуск я хочу посвятить одной жалобе, такой боли, которую слышу, бывает, на живых программах. Мужчина, женщина подходят, говорят, не хотелось бы об этом говорить в группе, можно в стороночку отойти, я спрошу. И задают следующий вопрос. Если это мужчина, то это проблема у его партнерши присутствует, если женщина, то это у нее. При мастурбации оргазм есть. При сексе с партнером у женщины оргазма нет. Что делать? И вот то, о чем я хочу сегодня поговорить конкретно, одна из причин – это неправильная, или вот я нарочно не употребляю мертвого академического языка в своих видео, но тем не менее давайте один раз сделаем исключение. Это называется дезадаптивная мастурбация, которой девочка или молодая девушка когда-то приучилась. Иными словами, это называется адаптивная мастурбация и дезадаптивная мастурбация. Что это такое? Как дезадаптивная, это которая мешает, когда когда дело доходит до настоящего секса. То есть тот способ, который она когда-то нашла, он ей скорее вредит, чем помогает. А адаптивная – это способ, который никаким образом в конфликт с процессом секса не входит. И вот мне недавно пришло письмо от подписчицы, которая звучит примерно следующим образом. Алекс, добрый день. Возникла вот одна проблема. С детства у нее вот этот самый дезадаптивный оргазм имел место быть. Иными словами, она сжимала внутренние мышцы при скрещивании ног. И таким образом очень долгое время испытывала оргазм. И когда у нее началась регулярная половая жизнь, начались проблемы с вагинальным оргазмом, с получением вагинального оргазма с партнером, с клиторальным у нее все в норме. Остальные виды пока что ей недоступны. И вот она наткнулась на информацию, что необходимо переучиваться. Она пытается. Она узнала, что это частая проблема девушек и хочет, чтобы я рассказал, как вообще с этим быть. Какие здесь есть решения? Решение номер один. Сначала надо проснуться и осознать, что средства массовой информации загоняют людей в тупик. Говорят им, что если ты не испытываешь клиторального и не испытываешь вагинального, дорогая, то все, пора идти к сексопатологу. С тобой проблема. Чудовищное невежество и мужчин, и самих женщин, увы, имеет место быть. Ведь есть еще как минимум, хорошо, нет клиторального, нет вагинального, еще есть как минимум 9 видов оргазма. Поймите, давайте определимся с тем, что такое вообще вагинальный оргазм. Вагинальный оргазм – это оргазм, который женщина получает при возвратно-поступательном движении члена по первым 2,5 сантиметрам от входа во влагалище. Там сконцентрирована основная масса нервных окончаний, которые отвечают за этот вид оргазма. Но по статистике этот оргазм недоступен 75% женщин. Те, кто считает себя здоровыми, у которых все в порядке, и те, кто переживает, тем не менее он им недоступен. Зато точка G, точка А, глубокая точка, есть абсолютно у всех женщин. Не говоря уже о струйных оргазмах. Все это богатство вам доступно. Не следуйте стаду. Не позволяйте людям, которые понятия не имеют, а вас учат те, кто понятия не имеет о том вообще, о чем он ведет речь, не позволяйте им загнать себя в тупик. Расширяйте свои возможности, образовывайтесь, изучайте что-то новое. Зайдите на мой сайт alex-may.ru, там тонны информации, включая бесплатную по этому поводу. Если вы, женщина, смотрите сейчас это видео, скачайте бесплатную аудиокнигу, которая называется «Секс. Практический опыт для женщин». И прослушайте ее за рулем автомобиля, где-то в метро, неважно. Главное, начните с чего-то. Если вы мужчина, зайдите туда же, скачайте книгу «Секс. Практический опыт для мужчин». И все, и начните действовать. Только не будьте перфекционистами, не ждите результатов вот так вот на щелчок. Будьте реалистичны. Это век волшебной таблетки. Волшебных таблеток не бывает. Придется чуть-чуть поработать. Ну и что? Зато вас ждут через очень короткое время действительно крутые награды. На этом дереве растут очень вкусные плоды.
Если это видео сейчас смотрит мужчина, объясните своей партнерше: дорогая, не волнуйся, не переживай, есть и другие виды оргазма. И начните вместе изучать, практиковать новые вещи. Только не загружайте ее ожиданиями, чтобы не было не было у нее такого: Господи, он уже 15 минут со мной тут возится, у меня ничего не получается, давай я лучше сымитирую оргазм, лишь бы его не огорчить, потому что он скажет: я фригидная дура, он меня бросит. Дайте своей женщине время переучиться. И поймите, что у каждой женщины это время будет своим. У кого-то дольше, у кого-то короче, неважно. И еще другая сторона той же самой медали: не дайте ей самой завалить себя ожиданиями, потому что она может подумать: Господи, вот те же 15 минут прошли, не получается, ладно, пускай он старается, но со мной, наверное, что-то не так, я поломанная, ведь я в порно видела, как кончают девочки, им только заводят, они начинают кончать нон-стопом. Это ложь. Это ложь. Поэтому расслабьтесь и экспериментируйте, учитесь, расширяйте свои горизонты. Это решение номер 1. Решение номер 2 касается технологии по непосредственно вопросу вот этой женщины, технологии, как переучиться. И понимаете, что таких технологий очень много, и нужно подбирать под конкретный случай. Вот, например, одна из них, широко известная, когда женщина, что вы делаете? Женщина подводит себя к оргазму так, как она привыкла это делать. А потом, вот уже на финишной прямой к нему, она немного шире, чем обычно, раздвигает ноги. И с каждым разом она добавляет еще пространство, еще пространство, еще пространство. Все шире, шире и шире. Образуются новые нейронные связи в мозгу. Понимаете, что это не быстрый процесс, и эти связи быстро невозможно наработать. Поэтому постепенно, задайтесь целью постепенно полностью отойти от старой манеры, от старого способа мастурбации и не спеша, шаг за шагом переучиться новому способу. При этом будьте готовы к тому, что оргазмические ощущения могут быть слабее поначалу. Почему? Да потому что вы ломаете привычную картину оргазма, к которой мозг привык. Еще раз повторю, это лишь одно решение из множества. И если сейчас это видео смотрит мужчина, и у вас в паре эта проблема присутствует, объясните эту технологию своей женщине. И при этом помните, что есть предостаточно других методик. И если это по какой-то причине не подойдет, ничего страшного нет, есть еще тонны всего. На сегодня все. Я желаю вам успеха. Если это вас действительно проблема касается, сделайте что-то из того, что я сказал, сегодня же вечером. Удачи, успеха. Увидимся очень скоро. Пока.